Теплая встреча на холодной земле. Первые заявления за несколько часов до исторического диалога на Аляске. Заявления Путина и Трампа, чего хотят и что получат, почему Кремль уверен в близости победы. Эстония, Литва и Латвия выпустили срочное обращение к миру и требуют не допустить обмена украинскими территориями. Главы МИД сравнили Трампа и Путина со Сталиным и Гитлером. Детали резонансного заявления. Тайный канал и закулисные контакты. Западная пресса пишет о скрытом от посторонних глаз сотрудничестве России и Украины. О чем речь? 650 тысяч украинских мужчин призывного возраста покинули Украину, а 400 военных ежедневно оставляют линию фронта. Кризис и пораженческие настроения в армии. В чем главная причина? Проверка депутатов на адекватность. В России заговорили о необходимости отправить представителей Госдумы к психиатрам. Языковой скандал. Украинская блогер, заявившая, что ее дети могут бить других детей из-за языка, стала подозреваемой в Украине. Дело дошло до Верховной Рады. Кто прав, а кто виноват? Бабушка 5 внуков родила тройню. Уникальный случай в Казахстане. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Успехи России на востоке Украины подрывают моральный дух и обнажают кадровый кризис Киева. Об этом говорится в статье The Telegraph, которая вышла под громким заголовком «Почему разделенные украинцы отказываются воевать за Зеленского». В материале вспоминают о проблемах мобилизации и непростом моральном духе в Украине. Ключевой фактор – страх и усталость от затяжной войны, подкрепленный ощущением, что победа стала маловероятной. В статье говорится, далее цитата, «Украина очевидно проигрывает войну», считает польский военный аналитик Конрад Музыка, в основном из-за кризиса с нехваткой личного состава. Авторы материала уточняют, что более 650 тысяч мужчин призывного возраста покинули страну. Тысячи прячутся или откупаются от службы. В материале также упоминается, что Россия активнее восполняет свои потери, мотивируя идти на войну большими суммами, в основном мужчин из депрессивных регионов России. Кроме всего, подливает масло в огонь и политический контекст. Встреча Путина и Трампа, которая усиливает нервозность и пораженческие настроения. Кризис дезертирства еще более серьезен. Неофициальные оценки предполагают, что более 400 солдат ежедневно покидают поле боя, измотанные годами войны, разочарованные жесткой вертикальной системой командования и деморализованные теми, кто уклоняется от службы. Воспринимаемый уклон Трампа в сторону Москвы усилил пораженческие настроения. Падение морального духа подпитывает порочный круг. По мере сокращения численности войск генералы перебрасывают людей из других подразделений на передовую. В Украине очередной громкий скандал из-за языка, а точнее из-за высказываний блогера-миллионника Елены Мандзюк, которая заявляла, что ее дети могут избить другого ребенка, если тот говорит на языке террористов. Это была цитата. Речь о русском языке. Высказывания долетели до Верховной Рады. На них отреагировал депутат Гончаренко. Он обратился в полицию, а там уже открыли уголовное дело против Мандзюк в связи с возможным разжиганием вражды по языковому признаку. Получил письмо подтверждения от Главного управления национальной полиции в Хмельницкой области. Дело держу на личном контроле. Трепаться о несчастных украинских детях кто попало не будет. Блогер из Хмельницкого уже отреагировала на события. В своем инстаграме она обрушилась на нардепа с резкими обвинениями. Кроме того, Мандзюк пожаловалась, что получает угрозы и сталкивается с унижениями, но государство вместо защиты открыло против нее уголовное дело. Скажите, кого здесь притесняют? Кого хочет посадить государство? Меня, украинку, которая мечтает о свободном украиноязычном пространстве. Хотите забрать моих детей и отдать их в детдом, потому что отец на войне, а мать слишком проукраинская? Почему в тылу украинцев травят за ненависть ко всему российскому? Почему мы должны страдать не только на войне, но и дома? Почему государство закрывает глаза на пророссийскую нечисть и наказывает тех, кто с ней борется? А главное, почему мы, украинцы, до сих пор вынуждены оправдываться за то, что хотим жить в Украине, говорить на украинском и защищать себя от всего московского?
Громкое обращение к миру. Перейдем к событиям, связанным со встречей Путина и Трампа на Аляске. Перед этим саммитом главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы выпустили совместное обращение не только к миру, но и к Трампу. Они призывают не допустить обмена украинскими территориями ради, далее цитата, «хрупкого перемирия». Конец цитаты. По словам глав МИД, если это произойдет, то будут допущены ошибки прошлого. В заявлении 3 представителей Вильнюса, Таллина и Риги говорится, что балтийские страны знают, далее опять цитата, что российская оккупация никогда не бывает временной. Обмен территориями и де-факто аннексия в Украине не принесут мира и могут привести к десятилетиям жестокого подчинения. Конец цитаты. Единственным и надежным путем к прочному миру в странах Балтии считают силу. Также трансатлантическое единство для поддержания давления на Россию, максимальная поддержка Украины и глубокие устойчивые инвестиции в оборону Литвы, Латвии и Эстонии. Это также была цитата. В 1939 году Сталин и Гитлер договорились о разделе Европы по пакту Молотова-Риббентропа. После этого позорного соглашения советские войска в 1940 году оккупировали и аннексировали Эстонию, Латвию и Литву, проводя массовые убийства и депортации. Нацистская оккупация в 1941 году принесла новую волну репрессий и Холокост. А повторное завоевание советскими войсками в 1944 году принесло еще больше кровопролития и террора на Балтийскую землю. Итак, внимание всего мира приковано к событиям в Анкоридже. Российская делегация отправилась на Аляску 3 самолетами летного отряда «Россия». Мировая пресса пишет, что саммит между президентом Трампом и Путиным символизирует возвращение к политике великих держав, где несколько крупных стран диктуют правила. Вашингтон-Пост считает, что главная цель Путина – изменить мировую систему безопасности, вернув модель, в которой несколько держав определяют судьбу мира. Россия хочет использовать саммит для нормализации отношений с США, снятия санкций, восстановления полетов и возобновления бизнеса. Авторы материала уточняют, при недавних успехах на фронте Путин уверен в близости победы и не намерен идти на серьезные уступки. Бывший высокопоставленный чиновник Кремля, пожелавший остаться анонимным из-за деликатности темы, назвал саммит на Аляске «золотой возможностью» для Путина, добавив: и, конечно, визит в США – это огромная победа. Другой источник, близкий Кремлю и также говоривший на условиях анонимности, заявил, что саммит, который начнется в пятницу, это реальный шанс положить конец войне. По его словам, встреча была задумана, чтобы успокоить российские элиты, для которых эта война – позор, и которые хотят возвращения к нормальной жизни. Встреча тет-а-тет будет проходить при беспрецедентных мерах безопасности на военной базе. Понять друг друга Трампу и Путину будут помогать переводчики. После состоятся переговоры делегаций. Россия отправила Лаврова, Белоусова, Силуанова, Дмитриева и Ушакова. Рядом с военной базой, где будут проходить переговоры, на мемориальном кладбище захоронены 9 советских летчиков, а также 2 военнослужащих и 2 гражданских лиц, которые погибли в 1942-1945 годах при перегоне в Советский Союз самолетов из США в рамках Ленд-лиза. Так что встреча пройдет рядом с таким исторически важным местом, напоминающим о боевом братстве народов наших стран. Впервые за последние 5 дней представители Кремля накануне были довольно активны в информационном пространстве. Песков назвал ситуацию беспрецедентной и уверяет, Россия готова закончить войну за столом переговоров, а не на поле боя. Ну, действительно, беспрецедентно короткие сроки для подготовки встречи, с одной стороны, но и находимся мы сейчас в беспрецедентно необычной ситуации. И одновременно с этим и президент Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что получает достаточно высокую оценку Москвы и президента Путина лично. Президент Путин всегда повторяет, что для нас предпочтительным является урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическими средствами. Путин уже тоже сделал первые заявления. Он ожидает, что разговор будет не только об Украине, но и намекнул на шанс ядерной сделки с США. Второе, рассказать о том, на каком этапе мы находимся с американской администрацией сегодняшней, которая, как всем хорошо известно, предпринимает
на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон, для того, чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом, если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями. В США ожидали понять, на столе переговоров будет карта Украины, территориальный вопрос и претензии на повестке дня. При этом в Вашингтоне уверяет, мира не будет, если одна из сторон не будет согласна на итоговое соглашение. Принимать одностороннее решение в пользу либо Украины, либо России не собираются. Речь о компромиссе, считает Госдеп США. Для достижения мира все понимают, что придется говорить о гарантиях безопасности, о территориальных спорах и претензиях, о том, за что идет борьба. Все это должно войти в комплексное соглашение. Президент надеется хотя бы остановить боевые действия, чтобы начать такие разговоры. Это технически сложные вопросы, требующие времени. Чтобы заключить мир между Украиной и Россией, нужно согласие обеих сторон. Война длится уже 3,5 года, началась при предыдущей администрации, а нынешний президент пытается ее завершить. Трамп же вновь настаивает, следующая встреча – это встреча Путина и Зеленского. При этом он не выразил стопроцентной уверенности в том, что Зеленский и Путин смогут договориться. Думаю, это будет хорошая встреча, но более важной будет вторая встреча, которую мы планируем. Мы проведем встречу с президентом Путиным, президентом Зеленским, мной и, возможно, мы пригласим некоторых европейских лидеров. Может быть, и нет. Я не уверен, насколько это будет важно. Посмотрим, что произойдет. Я думаю, президент Путин хочет мира. Я думаю, президент Зеленский хочет мира. Посмотрим, смогут ли они договориться. Если смогут, это будет здорово. Итак, друзья, как считаете, как скоро произойдет встреча Путина и Зеленского? Состоится ли она при содействии Трампа или будет сорвана и до нее еще очень и очень далеко? Делитесь своим мнением в комментариях. Если не тяжело, не забудьте поставить лайк этому видео, а также подписаться на канал «Время Прядко», чтобы не потеряться. А я продолжаю. Украина и Россия создали тайный канал для обмена пленными и смогли обменять уже более 10 тысяч военнослужащих, что практически неслыханно в современной войне. О закулисном сотрудничестве Москвы и Киева ради освобождения людей пишет Wall Street Journal. Тайным каналом для обмена руководят офицеры военной разведки, говорится в материале. Два заклятых врага, которые не могут найти общего языка в других вопросах, глубоко сотрудничают ради возвращения своих соотечественников домой. При этом военные историки удивляются этому факту, ведь в разгар конфликта регулярные обмены пленными являются редчайшим событием или даже явлением в войне современности. Обмен пленными, говорится в материале, это способ снизить внутреннее давление, продемонстрировать прогресс иностранным государствам и избавить себя от бремени содержания и обеспечения военных противника. Накануне, напомню, между Россией и Украиной состоялся 67-й по счету обмен пленными по формуле 84/84. В России предлагают устраивать депутатам Госдумы психиатрическую проверку. Социальный психолог и член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Зара Арутюнян уверена, что в Госдуме пора вводить обязательные тесты на психическую адекватность. Это заявление прозвучало на фоне свежих новостей о том, что Минздрав РФ разрешил работодателям самостоятельно отправлять сотрудников на психиатрическое обследование. Арутюнян задается вопросом, почему такие проверки обязательны для учителей и воспитателей, но не для тех, кто принимает решения, от которых зависит судьба страны. Она подчеркнула, что такие проверки – первый шаг к тому, чтобы на ключевых постах находились люди, способные ответить на простые вопросы, вроде «какой сегодня день?» или «ты вообще с земли?». По ее словам, это может стать мягким и экологичным способом убедиться, что государство заботится о психическом здоровье тех, кто принимает судьбоносные решения. Напомню, что с 1 марта 2026 года в России начнут действовать новые правила, согласно которым работодатели смогут направлять сотрудников на длительное обследование в психиатрические стационары, если во время медосмотра будут замечены признаки психических отклонений, сообщает «Коммерсант». Ранее для этого требовалось заключение психиатра, но теперь начальники получат право сами решать, кого отправить на проверку.
Насколько мне известно, депутаты такую справку из психдиспансера не приносят. Эта справка достаточно формальна, но и тем не менее, первый круг ты проходишь, тебя спрашивают, какой день, как тебя зовут, вообще ты на этой планете, вот обращаясь к вашему рассуждению, ты вообще с этой планеты или ты откуда? То есть, возможно, это какое-то начало такого мягкого, экологичного возвращения в мир того, что государство беспокоится о том, чтобы на ключевых должностях, это, конечно, важно. Друзья, что вы думаете о такой инициативе? Нужно ли депутатам проходить психиатрическое обследование? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях под этим видео. И напоследок позитивная новость из Казахстана. Там бабушка 5 внуков выносила и родила тройню. 43-летняя женщина стала мамой в 11-й раз, родив сразу 3 мальчишек. Роды прошли на 35-й неделе с помощью планового кесарево сечения. Вес малышей не превышает 2,5 килограммов. Они уже дома, но под чутким наблюдением врачей. Их состояние стабильное, а счастье мамы безграничное. Сейчас в семье Нурабаевых целая команда из 11 детей. Старшей дочери уже 26, а младшему из предыдущих всего 4 года. Новых мальчиков назвали Аслан, Алихан и Алинур. В семье уверены, эти парни вырастут настоящими звездами. Операция прошла как по нотам, все малыши здоровы, а мама чувствует себя на миллион. Конечно, было непросто, особенно в моем возрасте. Но как только я увидела малышей, все страхи ушли. Это счастье. Роды прошли по плану. Кесарево. Даже уже забыла, как это было. Друзья, спасибо вам за просмотр и хорошего вам дня. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.